Сегодня же стало известно, что батальон «Азов» теперь патрулирует Одессу. Он призван обеспечивать безопасность в преддверии годовщины трагедии 2 мая. Так заявляют местные власти, видимо, не зная, как еще поиздеваться над родственниками тех, кто был заживо сожжен экстремистами в Доме профсоюзов. Что же касается призывов к расследованию одесской хатыни, буквально накануне с таким призывом Киеву выступил даже Госдеп США, то украинские власти по-прежнему их не слышат. О тревожной и опасной обстановке в Одессе Елена Ерофеева. Одесса ждала заступников, но в город вошли каратели. Националистический батальон «Азов» прибыл по зову губернатора Михаила Саакашвили, хорошо вооруженные с узнаваемыми шевронами. Черный символ, напоминающий свастику на желтом фоне. Их уже проинструктировали. Им были выданы маршрутные карточки, и они будут патрулировать в плотном взаимодействии. Они пришли в помощь, как приданные силы нашему управлению в Одесской области. Они пришли в помощь скорее националистам, которые готовят провокации в Одессе. Боевики «Азова» прославились нечеловеческой жестокостью. На коліна перед Україною. Просив вибачення в українського народу і української нації. На их иконах Гитлер, на знаменах свастика. «Азов» создавался как батальон карателей. Его костяк – украинские неофашисты и праворадикалы. Выполняют задания за деньги олигарха Коломойского. В 2014-м разгромили российское посольство, а позже расстреляли людей в Мариуполе. Коломойский направил свой батальон на юго-восток. Там же воевали и нацисты правого сектора. Спустя 2 года бывший лидер правосеков Дмитрий Ярош в интервью исповеди заявил, войну на Донбассе развязал правый сектор. Задание получил лично от исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова. Отряд националистов должен был вывести из строя трансформатор радиовысотомеры под горой Карачун, чтобы остановить трансляцию российской пропаганды. У националистов были и свои цели. Они, в частности, опасались пророссийских акций в Днепропетровской области и считали, что таким способом смогут остановить продвижение ополчения Донбасса. 7 апреля 2014 года ИО президента Украины, по сути майданный самозванец Александр Турчинов, объявляет о начале антитеррористической операции на юго-востоке страны. Фактически объявляет гражданскую войну жителям Донбасса. Сегодня ночью создан антикризисный штаб, а против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия. Власть мобилизует радикальных националистов, формируют так называемые добровольческие отряды. Когда в Киеве стало известно, что ополченцы взяли под контроль отдел милиции Славянска, горсоветы СБУ, туда срочно направили националистов правого сектора. Жестокие бои, кровопролитие, около 1000 убитых военных и мирных жителей. Боевые действия продолжаются несколько месяцев. Потом будет Краматорск, Горловка, Донецк. По данным ООН, жертвами конфликта на Донбассе стали 9000 человек. Но первая кровь пролилась именно в Славянске. Война на Украине продолжается уже 2 года. В полях под Одессой «Азов» продолжает готовить боевиков. И здесь будем находиться ровно до тех пор, пока нужно будет. В Одессе не исключают, что провокации 2 мая все-таки будут. Окружной суд разрешил в этот день проводить акции всем без исключения организациям. А это значит, что кроме поминального митинга на Куликовом поле, возможно и агрессивные выступления националистов. Киевские власти не против. Елена Ерофеева, Вести.